Добрый день, дорогие друзья и гости канала Сижу Вяжу. Меня зовут Яна. Сегодня хочу представить вашему вниманию очень легкий, красивый весенний узор. Я расскажу и покажу вам, как он вяжется поворотными рядами, а также и по кругу. Для того, чтобы провязать этот узор поворотными рядами, наберите на спицы количество петель кратное 3 и добавьте 2 кромочные петли. Высотой этот узор состоит всего лишь из 2 основных рядов, но мы его провяжем в шахматном порядке, поэтому получим 4 ряда. Если данный узор вы будете вязать после резинки или любого другого наборного края, провяжите один установочный ряд изнаночными петлями. Установочный ряд, все петли изнаночные от начала до конца ряда. Кромочные в конце ряда я буду провязывать также изнаночной петлей. Первый лицевой ряд. И тут я сразу хочу остановиться, чтобы обратить ваше внимание, что данный узор лучше и проще провязать классическими петлями. Сейчас мы будем вязать его именно бабушкиным способом. И я вам покажу, как его правильно провязывать. Смотрите, кромочную мы переснимаем. И первые 2 петли мы должны провязать вместе лицевой за переднюю стенку. Нам это сделать немножко неудобно, и нам придется развернуть эти петли вот таким образом, чтобы ведущая стенка была впереди. Что такое ведущая стенка? У каждой петли 2 стенки. Одна из них немножечко выступает вперед. Это и называется ведущая стенка. Так вот, если вы будете вязать классическим способом, эти петли уже изначально будут развернуты таким образом, и вам ничего разворачивать не придется. Ну а нам, тем, кто вяжет бабушкиным способом, мы будем их разворачивать. Итак, первые 2 петли мы провязываем вместе одной лицевой за переднюю стенку обязательно. Не снимая со спицы, мы провязываем еще раз только первую петлю, и только после этого мы снимаем петли со спицы. Следующая петля обычная лицевая. Это является раппортом первого ряда. Повторяем вязать так до конца ряда. Разворачиваем первые 2 петли ведущей стенкой вперед. Провязываем 2 вместе одной лицевой за переднюю стенку. Петли со спицы не снимаем и провязываем еще один раз лицевой, только первую петлю. После этого снимаем. Далее 1 лицевая. Еще раз. Петли разворачиваем. 2 вместе одной лицевой за переднюю стенку, не снимая петель со спицы, провязываем лицевой еще один раз первую петлю. Далее 1 лицевая. Повторяем. Разворачиваем петли, провязываем 2 вместе одной лицевой и, не снимая петель со спицы, провязываем еще раз лицевой первую петлю. Следующая лицевая. Разворачиваем. 2 вместе одной лицевой за переднюю стенку и первую петлю мы провязываем лицевой еще один раз. В конце 1 лицевая петля и кромочная. Второй изнаночный ряд. Кромочная. Провязываем все изнаночные ряды изнаночными петлями. Третий лицевой ряд мы смещаем узор в шахматном порядке. Кромочную переснимаем. Провязываем первую петлю обычной лицевой для того, чтобы сместить узор. И приступаем к раппорту. Разворачиваем 2 лицевые петли, провязываем их вместе одной лицевой за переднюю стенку. И еще раз первую петлю мы провязываем лицевой. Далее 1 лицевая. В конце у нас также остается неполный раппорт. Мы разворачиваем 2 петли, провязываем их вместе одной лицевой и еще раз первую петлю провязываем лицевой. В конце кромочная. 4-й изнаночный ряд. Кромочную переснимаем и все петли от начала до конца ряда провязываем изнаночными. Мы провязали с вами один раппорт в высоту в
в шахматном порядке, состоящий из 4 рядов. Использовали при этом бабушкин способ провязывания петли. Узор очень хорошо уже проявился, хорошо виден, но я предлагаю вам провязать этот узор еще один раз. И мы используем с вами классический способ провязывания петли. Повторяем первый ряд. Мы будем также разворачивать в этом ряду петли, потому что они у нас уже изначально провязаны бабушкиным способом, поэтому они развернуты ведущей стенкой назад. Повторяем первый ряд, разворачиваем 2 петли, провязываем вместе одной лицевой за переднюю стенку и еще раз первую петлю провязываем лицевой, далее 1 лицевая. Повторяем второй изнаночный ряд, но провязывать мы этот ряд будем уже классическим способом. Теперь повторяем третий ряд. И вот то, что я вам говорила, видите, петли у нас расположены ведущей стеночкой вперед, и нам ничего не придется разворачивать, так как мы провязали предыдущий ряд классическим способом. Итак, для того, чтобы провязать третий ряд, нам нужно сместить узор в шахматном порядке, поэтому мы первую петлю провязываем просто лицевой, и только после этого мы приступаем к полноценному раппорту. Итак, 2 вместе одной лицевой. Также первую петлю мы провязываем еще раз лицевой и спускаем петли со спицы. Далее 1 лицевая. Повторяем. 2 вместе лицевой, первую петлю еще раз провязываем лицевой, 1 лицевая. В конце у нас также остается неполный раппорт. Мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой и первую петлю также еще раз лицевой и кромочная. И снова изнаночный ряд. Мы его провязываем классическими петлями. Ну вот мы провязали с вами 2 раппорта в высоту бабушкиным способом и классическим способом. Выбирайте себе свой любимый способ провязывания петель и вяжите с удовольствием. Ну а для тех, кто захочет провязать этот узор по кругу, наберите на спицы также количество петель кратное 3 и 1 петлю для замыкания в круг. Повторяйте первый и третий ряд раппорта в высоту точно так же, как я показала вам при поворотном вязании, а все четные ряды 2, 4, 6, 8 и так далее провяжите лицевыми петлями. А теперь давайте рассмотрим образец побольше. А вот такой вот прекрасный красивый узор мы получим, если провяжем его чуточку выше. Данный узор можно использовать вместо лицевой глади, так как он смотрится намного интереснее. Связать из него можно джемпер, кардиган, легкую весенне-осеннюю шапочку, носочки, топики и многое-многое другое. Вот так выглядит его изнаночная сторона. Данный узор был провязан пряжей, в состав которой входит 90% акрила и 10 бамбука. Метраж данной пряжи составляет 240 метров на 100 грамм, и спицы для этого образца я использовала 3,5 мм в диаметре. Ну а на этом я заканчиваю свой мастер-класс. Если вам понравился узор, не забудьте отметить это пальчиком вверх.
Подписывайтесь на канал, если он показался вам полезным и понятным. А также нажимайте на колокольчик, чтобы он оповестил вас о выходе нового узора на канале. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам всего самого доброго, всех благ, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Всем пока!